Здравствуйте, товарищи развязкостроители! В прошлом видео я анонсировал, что эта серия станет последней из цикла видео, посвященных дорожным развязкам. Но не тут-то было. В процессе создания этой серии меня посетила идея, а что если сделать из этой трехуровневой развязки четырехуровневую развязку? Как вам такое? А получилось это у меня или нет, вы узнаете, посмотрев это видео. Также, для тех, кто любит смотреть видео до конца, вас ждет небольшой сюрприз. Мы рассмотрим одну интересную механику, связанную с движением автомобилей по дорогам. Какую именно, я спойлерить не буду, узнаете, когда досмотрите видео до конца. Ну а разбор развязок по косточкам мы устроим уже в следующем видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, вот у нас место, в котором мы строим наши развязки. Продолжаем. Дальше это шоссе. Выровняем здесь площадку под нашу трехуровневую развязку в ноль. Не будем уже делать плавные склоны. Теперь вот в центре этого креста нам надо провести две параллельные дороги под углом примерно 45 градусов к нашим основным дорогам. Делаем это. Вот наши две параллельные дороги. Теперь над этими дорогами нам надо проложить мосты на высоте 3 уровня над землей. Пытаемся прокинуть первый мост, не получается, слишком близко. Немножко дальше отодвигаем его. Начинаем строить пролет, который идет наверх с бетонного моста, либо бетонных плит, так дешевле. Потом длинный пролет ставим уже стальной мост, так как пролета бетонного моста или бетонных плит не хватает для того, чтобы пересечь две дороги, которые идут у нас по диагонали. Дальше продолжаем опять бетонным мостом. Ставим параллельно второй мост. Теперь надо разобраться, как тут у нас должно оно идти. Ага, значит, верхний мост у нас должен идти по высоте дальше, а нижний мост нам нужно приземлить сразу. Делаем это. С нижнего моста соединяем дорогу. Теперь верхний мост нам будет мешать сделать отворот. Убираем верхний мост, делаем отворот в сторону с нижней дороги и над ней уже прокидываем верхний мост. Опускаем теперь мост на землю, выводим дорогу с него. На этой стороне готово. С этой стороны теперь делаем то же самое. Нижний мост сразу приземляется, с него выходит дорога дальше. Потом от этой дороги мы делаем ответвление вверх, над ним проводим мост и опускаем этот мост на землю. С этого моста выводим дорожку дальше. Также продлеваем нижнюю дорогу дальше. Итак, у нас получилось движение прямо по одному шоссе мы сделали и сделали 4 заготовки для левых поворотов на нашей развязке. Теперь мы центральные эти заготовки левых поворотов немножко подкорректируем, чтобы они были примерно похожи на то, как уже эти левые повороты будут выглядеть у нас в итоге, в готовой развязке. Вот так вот их закругляем. И теперь над этим всем нам надо накинуть мосты уже на высоте 6 уровней над землей. Немножко криво поставил этот участок моста. Вот так лучше. Здесь у нас ставится центральный пролет уже с мостом, который имеет самый длинный пролет, чтобы перейти все эти дороги, которые находятся внизу. Видим, успешно он поставлен. И теперь делаем параллельно второй мост, точно такой же. Миссия завершена. Теперь от этих мостов немножко продлим дорожки. Готово. Делаем правые повороты. Целимся его сделать под таким углом, чтобы он присоединился ко второй дороге дальше того левого поворота. По тем же соображениям, что и на развязке типа восьмерка. Кто не смотрел это видео, тому будет непонятно. Но, чтобы разъяснить этот момент для себя, лучше посмотреть видео, где мы строили развязку типа восьмерка. Там я подробно об этом рассказывал. И теперь подсоединяем левые повороты к нашему этому правому повороту, который мы закончили. Вот так. В этом секторе мы закончили. Теперь переходим к другому сектору. Также делаем здесь правый поворот. Здесь уже у нас нет такой ситуации с левым поворотом, поэтому делаем правый поворот под таким углом, чтобы он вышел ко второй дороге максимально близко к мосту для экономии места.
Вот как-то так у нас получилось. Теперь к этому повороту подсоединяем левый поворот. Второй сектор готов. Переходим к третьему сектору. Здесь уже опять у нас есть там левый поворот на второй дороге, поэтому стараемся правый поворот, соединение его сделать чуть дальше левого поворота. Готово. И теперь подключаем к нему два левых поворота. Вот как-то так должно выглядеть. И последний сектор у нас остался. Здесь правый поворот нужно подключить просто поближе к мосту. Вот так вот. И теперь к нему подсоединяем этот левый поворот. Все, развязка запроектирована. Осталось уложить асфальт, нанести разметку и получим уже готовую многоуровневую, в данном случае трехуровневую развязку, которая украшает у меня город Вольск. Смотрится там весьма эффектно. Конечно, она занимает весьма много места, но зато у нее большая пропускная способность. Нету возможности самоблокировки трафика. Это как бы ее основные преимущества. Ну и плюс внешний вид. Весьма она эффектно смотрится. У нас мост над мостом идет. В принципе, довольно неплохо смотрится она в крупном городе. Вот так вот она выглядит снизу. Ничего у нас тут не пересекается. Все красиво. Соединение мостов. Тут центральные пролеты отличаются от пролетов бетонных. Так можно делать и нужно делать. Это уменьшает стоимость моста, так бетонные мосты и мосты из бетонных плит стоят гораздо дешевле, чем мосты, где используются для строительства у нас уже сталь. Но зато стальные мосты имеют большую длину пролетов, и их как раз целесообразно ставить на центральные пролеты таких вот мостов, где играет роль длина пролета. Да, на эту трехуровневую развязку, на строительство ее за деньги от выравнивания площадки до нанесения разметки у меня ушло 13 минут реального времени. То есть ничего сверхъестественного, как бы ничего сложного, всего лишь 13 минут реального времени, и такая развязка будет украшать ваш город. Как я уже сказал, никаких пересечений потоков у нас здесь нету. Главное, чтобы вот в этих местах правые повороты выходили после того, как с прямого участка дороги у нас с главного шоссе часть машин уходит налево. Посмотрим еще поближе на эту развязку. Снизу дорога у нас проходит по земле, потом над ней два моста, и над всем этим еще два моста. Весьма неплохо выглядит, как по мне. И вот смотрел на эту развязку, пока записывал данную серию, и думал, ну что такое трехуровневая развязка, этим никого не удивить. Вы уже это видели на примере круговой развязки, там у нас тоже получилось 3 уровня. Поэтому родилась у меня такая идея сделать из этой трехуровневой развязки 4-уровневую развязку. Давайте посмотрим для начала, перед тем как делать 4-уровневую развязку, на клевер, восьмерку и эту трехуровневую развязку. По размерам она примерно как клеверная развязка. По пропускной способности она как восьмерка. Отсутствует там блокировка трафика. Но она, конечно, гораздо дороже, чем клевер. И гораздо дороже, чем восьмерка. Больше по размеру, чем восьмерка. Поэтому она проигрывает восьмерке по стоимости и по габаритам. Ее можно ставить в одном месте чисто для красоты. Для массового использования такую развязку я бы не рекомендовал. А вот теперь давайте пробовать превратить эту трехуровневую развязку в 4-уровневую. Для этого нам надо здесь в центре под ней проложить еще 2 туннеля. Углубим здесь площадочки, пытаемся проложить туннели, ничего у нас не выходит. А дело в том, что туннели каким-то непостижимым образом в данной игре конфликтуют с опорами мостов. Вот мы проложим здесь туннель для иллюстрации. Над ним накинем мост, к примеру, из бетонных плит. Мост над туннелем. Так, дальше его продлим. И видим, что опоры моста сдвинулись для того, чтобы под ними прошел туннель. Туннель у нас лежит четко между опорами. Если мы попытаемся проложить туннель уже под построенным мостом, то видим, что между опорами он прокладывается. Как только мы сдвигаем его на опоры, то он становится красным и не дает нам себя построить. Вот такая ситуация. Поэтому, учитывая такую ситуацию, придется нам центральные пролеты мостов удалить, чтобы проложить здесь 2 туннеля. Ставим туннели
теперь видим, прекрасно все ставится. Один туннель, второй. Ну, теперь дело техники вернуть мосты на место. А они не хотят, сопротивляются. Ну ничего, придется нам потратить время, проявить упорство, но я уверен, все получится. Здесь тоже мосты не хотят ставиться. Уберем эти прямые участки. Вот теперь вроде нормально ставится. Первый мост поставили, второй продолжает сопротивляться. Придется, пожалуй, его немного сдвинуть поближе к первому мосту. Посмотрим, как это получится. Поднимаем мост здесь на 3 уровня и ставим здесь стальной мост. Вот так прекрасно все получилось. Опускаем этот пролет на землю, удаляем тут все лишнее и соединяем мост с дорогой. Здесь, конечно, получился какой-то крокодил, все неровно, но это из-за того, что мы переделываем существующую развязку. Если бы мы строили ее с нуля, все бы было у нас красиво и ровно. Второй мост построили, теперь ставим высокие пролеты мостов. Первый мост поставился без проблем, второй упирается, поэтому придется достать бубен и уже с бубном ставить второй мост. Вот только так он ставится. Ну, в данном случае не принципиально, что он так криво поставился. Хоть бы как уже. Бубен убираем, мост готов. Теперь здесь нам надо из туннелей сделать соединение с правым поворотом. Подровняем здесь плавный спуск. И теперь можно соединение делать вот такое вот. С этой стороны готово. Равняем здесь. Плавный спуск получили. Теперь делаем 2 выезда из этих туннелей. 1, 2. Укладываем асфальт. Достраиваем наши мосты. Туннели, видим, даже за деньги строятся медленно. Пока они достраиваются, можно нанести разметку. Так, здесь кусок дороги отсутствует. Вернем его на место. Разметка закончена. Получилась вот такая вот 4-уровневая уже развязка. Немножко она выглядит, конечно, несимметрично, но это из-за того, что мы переделали 3-уровневую развязку. Из этой развязки можно сделать весьма достойный экземпляр, можно даже сказать конфетку, которая станет украшением любого крупного города. Здесь мы видим все 4 уровня: подземный уровень, наземный уровень, первый надземный уровень и второй надземный уровень. Всего 4 уровня. Как по мне, довольно-таки неплохо для игры с весьма ограниченным инструментарием по строительству дорог. Посмотрим с разных сторон на эту развязку. Никаких пересечений потоков, естественно, здесь нету. Ну и выглядит она весьма эффектно. Теперь давайте рассмотрим технологию ее строительства, как бы мы ее строили с нуля, а не переделывая существующую развязку. Естественно, нам надо было наметить места под наши главные шоссе. Потом нам надо проложить по земле 2 параллельные дороги под углом 45 градусов к нашим основным дорогам. Потом под этими 2 дорогами проложить 2 туннеля перпендикулярно к ним. Потом над этим всем нужно накинуть 2 параллельных моста на высоте 3 уровня над землей. И следующее, что надо сделать, это накинуть опять же над всем этим 2 параллельных моста уже на высоте 6 уровней над землей. Там, естественно, придется использовать мосты с самой большой длиной пролета, чтобы перейти все, что находится под ними. Ну и в завершение сделать 4 правых поворота и подсоединить к ним туннели и те 2 дороги, которые мы провели самыми первыми. Сделать такие как бы продолговатые лепестки. Естественно, надо все делать симметрично, ориентируясь по сетке, и тогда это будет топовая развязка с точки зрения эстетики. Я уверен, она будет украшением любого крупного города, который мы построим в игре Soviet Republic. Такая развязка будет достойным украшением любого крупного города. Конечно, недостатки у нее есть. Это ее довольно большие габариты и приличная стоимость строительства. На эту 4-уровневую развязку, точнее на переделку 3-уровневой развязки в 4-уровневую, у меня ушло
примерно 10 минут реального времени. Я думаю, если бы я ее строил с нуля, ну я бы уложился минут в 18-20, возможно. То есть тоже как бы ничего сверхсложного здесь нету. Всего лишь 20 минут времени, и такая красота будет радовать глаз не 1 час игры в Совет Репаблик. Поэтому в следующем большом городе, который я построю, в этой республике или уже в следующей, обязательно будет такая 4-уровневая развязка. Ну а теперь перейдем к такой механике, как обгоны на автомобильных дорогах. Вот у нас есть здесь участок дороги, мост длиной ровно 9 клеток. На этом мосту у нас идет интенсивное движение. Понаблюдаем за ним, как здесь машина осуществляет обгон. Необходимым условием для обгона является минимальная длина участка, на котором этот обгон может осуществляться. Мы ее определим с вами. А также должна быть достаточная разница в скорости между скоростью машины, которую нужно обогнать, и максимальной скоростью машины, которая должна обогнать. Эта скорость, точное значение я ее не могу сказать, но она должна быть, по моим прикидкам, где-то около 40 километров. Может быть 35 будет достаточно. Если меньше, вот я замечал там разница скорости, допустим, 10-20 километров, то машины не обгоняют при такой разнице в скорости. Если, например, у нас одна машина идет со скоростью 75 километров в час, то за ней едет машина, которая может развивать скорость 95, то она не совершит обгона. Будет ехать со скоростью 75, плестись за той машиной более медленной, которая идет впереди. Да, еще одно необходимое условие для обгона – это то, что обгон осуществляется только на одном участке дороги. Обгон не может осуществляться, если, например, одна машина пошла на обгон на одном участке, а завершила его на другом участке дороги. Так не бывает. Весь маневр должен быть осуществлен на одном участке дороги. Так, смотрим, вот здесь у нас постоянно идут обгоны, так как катаются автобусы со скоростью 30 км в час при включенном режиме соблюдения интервалов. Они любят так делать. Также у нас имеется здесь много машин, которые могут развивать скорость до 100 км, возможно даже до 110. И видим, постоянно здесь происходят обгоны на этом мосту. То есть длина его в 9 клеток достаточная для того, чтобы машины выполняли обгон на двухсторонней дороге. Вот засечем, у нас легковушка обгоняет автобус. Начинает она прямо с первой клетки этого моста и заканчивает примерно на 7-й клетке. То есть минимальная длина участка моста, то есть минимальная длина участка дороги, необходимая для обгона, должна составлять 7 клеток. Вот у нас до моста видим, скорая плетется за медленным автобусом, но не обгоняет его, так как этот участок слишком короткий. Как только она выехала на мост, сразу на первой клетке этого моста она пошла на обгон и вернулась в свою полосу на 7-й клетке где-то, может даже на 8-й. Возможно, это связано с тем, что автобус здесь длинный, гармошка. Скорая пошла на обгон, несмотря на то, что встречная полоса была занята. Как бы машины здесь на это не реагируют. Они проходят по встречке насквозь друг друга и не происходит никаких аварий. Вот у нас еще один кандидат на обгон. Черная машина, легковушка, обгоняет автобус. Опять же, на первой клетке она вышла на обгон и на 7-й вернулась в свою полосу. Теперь понаблюдаем за поведением машин на односторонней дороге. Здесь у нас такой участочек есть на клевере. Вот машинка плетется за автобусом медленным. И как только начинается следующий участок, после того, как она уперлась в этот автобус, машина выходит на левую полосу и спокойненько движется уже на своей максимальной скорости. Видим, что этот участок довольно короткий, тут всего 5 клеток у нас. Этого хватает, чтобы машина перестроилась из правой полосы в левую для обхода более медленного транспорта. Вот еще у нас медленный автобус идет, за ним плетутся машины. Легковушка обошла уже его по левой полосе, теперь уперся в нее КАМАЗ-бензовоз.
выходит на этот участок и перестраивается в левую полосу. Далее догоняет этот автобус еще один бензовоз. Уже на следующем участке он выходит в левую полосу и обходит автобус. Теперь легковушка уперлась в этот автобус, но по идее она уже может выйти для обгона автобуса на левую полосу, но левая полоса занята бензовозом, поэтому легковушка вынуждена плестись в правой полосе за автобусом. И только на этом участке, где у нас левая полоса свободна, эта легковушка обходит автобус. То есть вот такие у нас еще есть ограничения в этом моменте. Вернемся опять к этому мосту, понаблюдаем немножко за ним. Опять смотрим, тут обгоны совершаются постоянно. Вот у нас скорая пошла на обгон примерно на этой клетке. И вернулась у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток примерно. Понадобилось для этого обгона, даже не 7. Но все равно лучше делать немножко с запасом. Хотя бы там 7-8 клеток участок у нас должен быть. Машины гарантированно на нем смогли обгонять. Вот справа у нас еще один тихоход идет. За ним плетется скорая помощь. На этом участке до моста она его не обгоняет, так как он слишком короткий. Составляет всего 5 клеток. А вот как только она выезжает на мост, сразу же идет на обгон. Сразу на первой клетке она пошла на обгон и вернулась на 8-й клетке в свою полосу. Здесь у нас машина тоже решилась на обгон и успешно его завершила. Смотрим дальше. Вот еще один кандидат. Слева пазик едет, за ним скорая. На участке в 4 клетки, естественно, никакого обгона. Как только они выехали на мост, сразу скорая обходит этот пазик и улетает вперед. А пазик продолжает плестись на своих 30 километрах жалких. Вот я тут после долгих поисков по всем дорогам нашел участок, который равняется ровно 7 клеток. Он у нас расположен по диагонали относительно к клеткам в сетке. Но он занимает ровно 10 промежутков между этими диагональными линиями. Расстояние между ними равно примерно 0,7 от стороны клетки. Соответственно, 10 умножаем на 0,7, получаем 7 клеток у нас ровно длина этого участка. Понаблюдаем за ним немножко. Вот у нас тихоходный автобус. На него надвигается КАМАЗ. Оп! И как только он выехал на участок 7 клеток, он спокойненько обходит этот автобус и улетает вперед. То есть ровно 7 клеток здесь вполне хватает для обгона. Еще раз убедимся, что здесь у нас именно 7 клеток. Посчитаем вот эти расстояния между диагональными линиями сетки. Их у нас ровно 10. Соответственно, длина участка 7 клеток. Видим, что следующие участки данной дороги уже меньшей длины. Соответственно, обгоны на них невозможны. Наблюдаем за этой секцией дороги дальше. Может быть, что-нибудь интересненькое мы увидим. Так, смотрим, вот на нашей 7-клеточной дороге появился тихоходный автобус, но самосвал не смог его обогнать. Непонятно почему. Возможно, ему не хватило ускорения, так как на этом участке они шли на подъем все-таки. При первом обгоне там КАМАЗ шел на спуск и легко обогнал автобус, а здесь самосвал уже шел на подъем и, возможно, ему не хватило ускорения из-за этого для обгона. Может быть, если бы участок был чуть длиннее, там на пару клеток, возможно, и состоялся бы обгон. То есть, как бы 7 клеток, оказывается, не всегда работает. Если там у нас этот участок расположен на подъеме, то обгоны на таком участке также будут затруднены. Если бы на месте самосвала, опять же, была какая-нибудь легковушка, то, скорее всего, она бы обогнала этот автобус. Самосвал уже не смог это сделать. Теперь рассмотрим еще такую особенность поведения машин при обгоне на односторонней дороге. Значит, у нас есть 2 полосы в одну сторону. По правой полосе, к примеру, у нас идет какой-нибудь тихоход, ну, например, каток, со скоростью около 20 км в час, грубо говоря. Дальше за ним плетется какой-нибудь автомобиль с скоростью там, ну, 50-60 км в час. Вот он уперся в этот каток, он выезжает на участок дороги достаточной длины и уходит на левую полосу, но продолжает движение по этой полосе.
он не возвращается уже в правую полосу. Это, конечно, косяк разработчика. По идее, как бы автомобиль, который у нас совершил обгон по левой полосе, должен возвращаться в правую полосу. Но здесь так не происходит. Этот автомобиль продолжает ехать со своими 60 километрами условными по левой полосе. По правой полосе у нас едет вообще тихоход 20-километровый. И те машины, которые быстрее и этого катка, и машины 60, вынуждены, вот они обходят каток по левой полосе и упираются в ту машину, которая идет со скоростью 60. Например, за ним едет машина, которая может 110 ехать, но она вынуждена ехать со скоростью 60 км в час, так как и сама не может совершить обгон по правой полосе, и впереди идущая машина не уходит в правую полосу. И так они продолжают движение, пока кто-то из них не свернет на ближайшем повороте. Вот такой вот косяк, такая недоработка этой механики. Ну, возможно, когда-нибудь это исправят, улучшат. На данный момент это работает как-то так. По обгонам вроде я все рассказал, что знал сам. Развязки мы сегодня построили, 3-уровневые, 4-уровневые. В следующем видео уже устроим, как говорится, разбор по косточкам всех этих развязок, которые мы построили за 4 серии. Сравним их, проанализируем, сделаем такой как бы хит-парад этих развязок. Я порекомендую, какие из них стоит делать, какие не стоит делать. Если ставить их, то для каких целей, расскажу. Но там уже сами принимайте решение. Как я уже сказал, все зависит только от вас. В конечном итоге, как у вас будет в республике это все выглядеть. Только так, как вы сами захотите. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр.